Друзья, приветствую вас на канале Русторис, где я читаю для вас короткие рассказы на русском языке. Сегодня я расскажу вам о необычном транспортном средстве. Итак, поехали. Деревянный самокат Чукуду – это распространенное средство передвижения в Конго, африканской стране к югу от Сахары. Для большинства жителей этой страны другое транспортное средство – непозволительная роскошь. А на деревянном самокате можно и ездить, и перевозить грузы. Инвестиции в такой самокат окупаются уже после 3 месяцев эксплуатации. Изобретателем Чукуду часто называют португальца Педро Саракайя, который в 1972 году придумал это деревянное чудо в соседней Анголе, где тогда проживал. Наблюдая, как мучаются жители страны, перемещая различные грузы, он создал первый примитивный самокат из тех материалов, которые нашел во дворе своего дома. Местным жителям понравилось изобретение, и уже в процессе эксплуатации в него вносились многочисленные доработки и улучшения. Поэтому 2 одинаковых самоката на улице почти невозможно встретить. Каждый экземпляр имеет свои особенности. Классическая конструкция самоката Чукуду изготавливается из местной очень крепкой древесины семейства мамба или эвкалипта. Все детали первых самокатов изготавливались только из древесины. В небогатой африканской стране было трудно найти металлические запчасти, или же они стоили очень дорого. Но сейчас многие элементы уже могут заменяться на более выносливые материалы. Все зависит от кошелька заказчика. В принципе, конструкция довольно простая, и на изготовление самоката при соответствующей подготовке уходит минимум времени. Рама с усиленной рулевой колонкой изготавливается из древесины. Колеса с самого начала делались из дерева, но позже для смягчения ударов во время движения они стали обтягиваться резиной от старых автомобильных покрышек. Местные ремесленники постоянно модернизируют свои самокаты. Так, на передней оси стали появляться пружинные амортизаторы, а в конструкцию добавили тормоз заднего колеса. Для увеличения грузоподъемности и перевозки объемных грузов в корпус самоката можно устанавливать дополнительные расширители в виде жердей или небольших корзин. В Демократической Республике Конго существует несколько конкурирующих мастерских по производству деревянных самокатов Чукуду. Производство поставлено на поток, поэтому на изготовление одного экземпляра уходит не более 3 дней,
Срок зависит от запрашиваемой грузоподъемности и сложности конструкции. Минимальная стоимость самоката начинается от $150. Окупаемость зависит от количества заказов. В день владелец самоката зарабатывает от 2 до $10. Поэтому в среднем окупить самокат можно за 3 месяца. Хотя мастера хором убеждали нас, что самокат может проехать 150 тысяч километров, конструкция обычно выдерживает только 3 года жесточайшей эксплуатации. Стандартный самокат рассчитан на грузоподъемность до 450 килограммов. Но существуют настоящие гиганты с грузоподъемностью до 800 килограммов. В городе Гома существует памятник деревянному самокату Чукуда. Он был торжественно открыт в 2009 году. Хотя скульптор не удержался, чтобы не покрыть деревянный самокат золотом, он уважительно выдержал все пропорции и воспроизвел конструкцию до мельчайших деталей. Друзья, а какие необычные транспортные средства есть в вашей стране? Буду очень рад, если напишите в комментариях. А если вы поставите лайк этому видео, то его смогут увидеть еще больше людей. Таковы алгоритмы YouTube. А у меня на сегодня все. Не пропускайте следующие выпуски. Огромной вам удачи и пока!